Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я вам хочу показать, как можно при помощи ресурса canva.com совсем несложно и довольно быстро оформить красиво свои посты в социальных сетях, в данном случае вот так, как у меня, в социальной сети Facebook. Так, приступим к созданию поста для социальной сети Facebook в данном случае. Я использую ресурс canva.com, очень удобно, советую вам тоже его использовать для работы в социальных сетях. Первоначально вам потребуется регистрация простейшая, затем вам нужно будет подтвердить регистрацию через свою электронную почту. Все это сумеют сделать, это несложно. Большой выбор шаблонов открывается на главной странице Canva. Так как я собираюсь сделать пост для Facebook, выбираем пост Facebook. Пожалуйста, большое количество макетов для работы. Давайте, в принципе, размер у всех стандартный. Я хочу, как вы уже догадываетесь, сделать цитату из книги Айн Рэнд. Источник, можно любой, допустим, взять. Не имеет значения. Давайте. Единственное, что так, обратите внимание, есть картинки, шаблоны, которые идут бесплатно, вот обозначено, а есть те, которые платно. Давайте все-таки выберем бесплатный вариант. Вот бесплатный вариант. Какая у нас есть возможность? Мы можем, допустим, загрузить свою фотографию из интернета, которую мы найдем в качестве основы. Можем выбрать фон. Выбираем фон, либо однотонный, либо с текстурой. Но давайте для начала все-таки я выберу фотографию из интернета. Я перехожу во вкладку Google, выбираю картинки и пишу. Использовать буду я вкладку «Инструменты» для того, чтобы выбрать, конечно, побольше качества картинки. Например, у меня устраивает вот эта картинка. Я ее сохраняю. Правой кнопкой выбираю «Сохранить картинку как» и сохраняю себе на рабочий стол. Возвращаюсь к Canva, к нашему шаблону. Выбираю «Загрузить». Вот слева в панельке выбираю «Мое». Выбираю «Загрузку». Добавить собственное изображение. И выбираю ту фотографию, которую я скачала из интернета. Так, фотография полностью загрузилась. Я просто-напросто ее аккуратно перетягиваю на свой макет. И ничего страшного, что немножко обрезано по краям. Сейчас мы ее расширим. Вот так. Вот так мы полностью закрыли все. Теперь я хочу на эту фотографию добавить текст. Я заранее подготовила фразу, которая мне понравилась из книги. Может, не такая яркая цитата, но я хочу описать некоторые мысли по этому поводу. Поэтому я выбираю из блокнота правой кнопкой «Копировать». Перехожу во вкладку «Текст» и вставляю. Давайте выберем, наверное, допустим, это будет подзаголовок. Так, конечно же, мало что видно, поэтому я вам предлагаю выделить это все белым цветом. Перехожу вверху, есть выбор цвета. Давайте выберем белый для контраста. И мне не совсем нравится шрифт, потому что очень он похож на наш типичный Times New Roman. Давайте попробуем вот этот шрифт. Он тоже поинтереснее смотрится, правда? Что еще интересно с этими шрифтами, конечно, вы поняли, можно поменять размер, можно сделать шрифт более жирным, выделить. Можно, здесь интересная функция есть. Можно расширить интервалы. Межбуквенный интервал, допустим, расширить. Шрифт более читаемый. Высота строки тоже можно растянуть пошире. Как-то так уже. В общем, это все на ваше изучение, на ваше усмотрение. Что еще не очень мне нравится, что все-таки повращать можно, конечно, при необходимости, что все-таки не мешало бы этот текст как-то закрыть так, чтобы он не был более читаемый. Поэтому я все-таки выбрала выравнивание по левому краю. Что я хочу сделать? Я хочу добавить, смотрите, здесь есть такая вкладочка слева «Элементы». Выбираем элемент, допустим, фигуры. Появляются фигуры различные. Давайте вот эту интересную фигуру с закругленными краями. Покажу, что я хочу сделать. Выбираем ее. Она сейчас покрывает полностью наш текст. Это не пугайтесь. Мы меняем расположение. Мы меняем назад, выбираем вверху, справа вверху сортировка, выбираем назад. Если текст уже оказался впереди, чего мы добивались. Я немножко сейчас редактирую расположение этого черного квадрата. Это не квадрат Малевича. Так, и теперь я выбираю, здесь есть такая штука, называется, на квадрате. Любой элемент, который вам оказался не нужен, вы можете спокойно выделить. Вот здесь справа вверху есть корзинка, удалить. Я хочу сделать ее более прозрачной, вот этот квадратик, чтобы шрифт хорошо читался. Поэтому выбираю вот такой вот из шашечек состоящий квадратик и начинаю двигать ползунок влево. Поняла. Это у меня получается, что в данном случае текст стал более прозрачным. Мне нужно аккуратно выбирать именно тот элемент, который я хочу сделать прозрачным.
Выбираю, в данном случае я выбираю конкретно именно квадратик. Выбираю сейчас его. Вот видите, он потихоньку такая мягкая дымка появляется. Вот уже текст, да, мне кажется, довольно-таки читаемый. Теперь я хочу добавить автора этой цитаты, ссылку на нее, на Айн Рэнд. Опять я возвращаюсь в вкладку «Текст» и выбираю основной текст. Перемещаю пониже сейчас. Пишу. Можно сразу выбрать цвет шрифта белый, для того, чтобы я видела, что я пишу. Ну и чтобы все было красиво. Сейчас мы возьмем, тоже выберем тот шрифт, который у нас был на... Здесь у нас был Sunday. Здесь тоже идем Sunday. У нас совпадали шрифты. Так, выберем побольше. Там совсем нечитаемый. Творческий процесс, скажу вам. А можно еще курсивчик сделать, чтобы он отличался. Выделяю этот текст. Выбираю курсив. Этого шрифта курсив не поддерживается. Ну, не проблема. Так, что можно здесь? Можно, опять же, точно такое, чтобы не копировать одно и то же. Сейчас я аккуратно выбираю именно сам квадратик, этот полупрозрачный, надо его захватить. Потому что в данном случае у меня сейчас захвачен текст. Вот этот квадратик. Я выбираю копировать, чтобы одно и то же не делать, аккуратно смещаю его на текст. Ссылку на автора и на книгу. И, конечно, можно вот я в данном случае уменьшаю сейчас и перемещаем, не забываем перемещать на... Выбираем сортировку назад. Вот, теперь у нас получается примерно то, что я и хотела сделать. Картинка меня устраивает. Я ее в данном случае выбираю слева вверху файл сохранить. Я, в принципе, вам показала только принципы работы с этим ресурсом Canva. Вы можете потом сами в ней разобраться. Есть еще очень удобно, можно использовать не только JPEG картинки, можно выбирать картинки формата PNG для того, чтобы фон был прозрачный. Например, допустим, знак вопроса, да? Ну, к примеру говоря, вопроса. Выбираю PNG. И любой знак вопроса. Да, давайте выберем белый. Видите, такая появляется шишечка, шахматка такая. Это значит прозрачный слой. Те, кто узнает Photoshop, это знакомая для них фотография, картинка. Давайте вот это, потому что вот тут знак вопроса будет такой, да. Выбираю сохранить. Сохранить как? И выбираю тут же папку загрузки. Сохранить. Возвращаюсь в Canva. Открываю вкладку «Мое». Добавляю собственное изображение. Да. И теперь добавляю знак вопроса. Конечно, если бы я работала в Photoshop, я бы отразила по горизонтали знак вопроса, хотя по горизонтали знак вопроса не отображается. Так, смотрим, вот потихоньку наполняется наш кругляшок водичкой. Вот, все заполнилось. Теперь я перетаскиваю аккуратно знак вопроса сюда, на картинку. И уменьшаю размер этого знака вопроса. И, к примеру говоря, размещаю где-то, ну вот, допустим, вот здесь вот. Это я вам для примера привязала знак вопроса, как можно использовать другие фотографии именно с прозрачным фоном для ваших картинок. Мне в данном случае знак вопроса здесь не нужен, поэтому я его выделяю и отправляю в корзину. Но я думаю, что для создания такой фотографии для поста в Фейсбуке у нас потрачено было не больше 10-15 минут. Можете засечь время. Я еще раз выбираю файл «Сохранить». И давайте теперь попробуем выбрать «Поделиться». Ну, во-первых, сохраняем. Я, конечно, советую вам скачать. Если вы хотите, допустим, его использовать, давайте JPEG скачать. Если вы хотите его использовать не только для Facebook, для других социальных сетей. Пока идет загрузка. Тоже сохраняем. Сохранить. Потому что я этот пост хочу разместить в данном случае еще ВКонтакте. Ну, а самый простой способ выбирать сразу дизайн готов, идет загрузка. Выбираем сразу социальную сеть Facebook. Для того, чтобы фотография автоматически оказалась на вашей страничке в социальной сети Facebook. Видите, как все довольно просто. Если вас устраивает такое размещение, вы можете публиковать. Если просто выбираете публиковать на Facebook. Но лучше все-таки я вам советую не спешить с публикацией автоматически из Canva, а сделать это все-таки самым обычным, привычным способом, зайдя в социальную сеть и сделав пост. Вот так это будет выглядеть, если размещать прямо с Canva.
Так это будет выглядеть, если размещать прямо с Canva. Думаю, смотрится совсем не так, как бы хотелось бы. Поэтому давайте все-таки разместим пост, как это следует сделать. Я выбираю загрузить картинку. Выбираю вот эту нашу картинку с текстом. Но так как у меня большое количество друзей англоязычных, поэтому я помимо картинки сейчас еще добавляю переведенный на английский язык. Выбираю Google переводчик, translate.google.com, выбираю язык русский, вставляю эту цитату из блокнота и перевожу. На английский язык копировать. Ну и вот, и я добавляю. Единственное, что можно еще будет сделать, Айн Рэнд, добавить название автора. Так, Айн Рэнд. Так, Айн Рэнд источник. Вот внизу добавляем автора. Ну и чтобы совсем было красиво, добавляю еще значок авторское право. Запускаю любой из ресурсов, которым в данном случае у меня PDMLF, мне нравится этот ресурс, привыкла к нему уже. И сейчас пониже спускаюсь и выбираю значок авторское право. Вот он, значок копирайта. Так, и выбираю публиковать. Можно еще поставить кавычки, чтобы это было понятно, потом отредактировать. Ну вот, видите, как смотрится довольно цивилизованно, да? Такой пост. Я тоже, чтобы совсем было красиво, отредактирую его. Выбираю право вверху редактировать публикацию. Потому что Facebook не сразу дает почему-то редактировать. Ставлю кавычки, чтобы это понятно было, что речь идет о цитате. И все-таки свой знак копирайта я ставлю перед Айн Рэнд. Сохранить. Никаких хэштегов я не добавляю. Ну вот так выглядит этот пост в социальной сети Facebook на вашей странице. Пост сделанный при помощи ресурса Canva. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.